Когда Эмма Уотсон заметила у своего 7-летнего сына, Люка, маленькое уплотнение под лопаткой, она не придала этому значения. Оно выглядело как обычный бугорок, возможно, ушиб, который мальчик получил во время игр во дворе. Жизнь Эммы тогда была поглощена работой, переездами и постоянными попытками удерживать семью на плаву после развода. Она убеждала себя, что у Люка все в порядке. Проходили недели, затем месяцы. Опухоль росла незаметно, медленно, без боли, и Люк никогда не жаловался. Эмма продолжала считать, что это просто киста или жировик. Она говорила себе, что скоро займется этим, когда появится свободное время. Но свободного времени не было целый год. Только летом, когда Люк собирался в бассейн, Эмма впервые увидела его спину при дневном свете. Опухоль стала размером почти с мяч для тенниса. Кожа над ней слегка натянулась. Форма стала неправильной. Эмму охватила тревога, которую она долго игнорировала. Она, наконец, записала сына к врачу. В клинике доктор осмотрел Люка и сразу направил его на серию исследований. Атмосфера неформальной уверенности быстро исчезла. Врачи общались между собой тихо, пристально рассматривая снимки, и каждый раз возвращались к ним снова. Эмма чувствовала, что происходит что-то плохое, но еще не понимала масштаба. Через несколько дней результаты были готовы. В медцентре собиралась консилиумная комиссия. На столе лежали снимки МРТ. Опухоль уходила глубже, чем кто-либо мог предположить. Она была не просто на поверхности. Внутри находилась странная структура, напоминающая плотные соединительные узлы, переплетенные между мышечными тканями, словно чужеродная сеть. Врачи объяснили, что образование имеет необычную природу. Оно развивалось долго, встраиваясь в тело так, как обычные опухоли не ведут себя. Ее форма и расположение не соответствовали ни одному известному типу новообразований. Никто не мог однозначно определить, что именно они обнаружили. Команда хирургов готовилась к сложнейшей операции. Вспоминая прошедший год, Эмма не могла простить себе, что не пришла к врачу раньше. Она не отходила от сына ни на минуту, пока специалисты изучали особенности опухоли и пытались понять, как безопасно удалить ее, не повредив важные структуры. Во время операции хирурги увидели нечто настолько необычное, что долго обсуждали увиденное. Узловая структура оказалась не похожа ни на злокачественную опухоль, ни на доброкачественное образование. Она состояла из плотных волокон, переплетенных в форме, напоминающей сложный спиральный узел, будто созданный целенаправленно. Материал был биологическим, но его архитектура казалась неестественной. Исследования продолжились после удаления новообразования, и специалисты признали, что подобного образования они никогда не встречали. Ни один патологоанатом не смог дать точного заключения, а описание структуры попало в медицинские архивы как уникальный клинический случай. Люк постепенно пошел на поправку и спустя несколько месяцев полностью восстановился. Эмма же не могла забыть, что целый год проходила мимо того, что могло стоить ее сыну жизни. Она навсегда запомнила один простой вывод. Никакой родительской занятостью нельзя оправдать игнорирование даже самых безобидных симптомов. История Люка стала напоминанием всем знакомым Эммы и самой себе, что здоровье детей нельзя откладывать на потом, потому что иногда именно это потом может оказаться слишком поздно.